Всем привет, всем здрасте, дорогие друзья, с вами Кисель, и в этом видео будем с вами разговаривать про далекую систему Beagle Point. Что тут есть интересное, как сюда добраться, как вообще все тут дело выглядит, ну и так далее. Да, это рубрика «Интересные места». Ну что ж, с вас, как всегда, лайк, подписочка, колокольчик, СМИ контент. Поехали! И да, друзья, это наша галактика Млечный Путь выглядит таким образом отсюда, и это заставляет задуматься. Реально. Очень далеко. Просто очень. А сейчас покажу насколько. Вот карта галактики и, собственно, данная система Beagle Point. Видите, какое расстояние тут между звездами? Довольно большое. И давайте-ка потихонечку отдаляться. И увидим, где это, собственно, находится. На другой стороне нашей галактики. То есть, если сейчас напишу Шенрарта Дезра, нам покажет расстояние. И поверьте, оно будет очень большое. 65 тысяч световых лет. Это серьезно. Это очень серьезно. Маршрут не строится, потому что есть ограничения на расстояние для построения маршрута. Но сюда долетела коброчка. Масюсенькая коброчка с прыжком в 30 лет. Но это было не так, чтобы прям быстро. Из достопримечательностей данной системы тут нету ровным делом ни хрена, кроме навигационного маяка. Давайте в этом убедимся. Пролистаем. Не, ничего нету. Это у нас вообще сигналы. Заходим в карту системы. Естественно, смотрим через Одиссею. И видим то, что здесь флотоносец, еще один флотоносец. И тут у нас планета, на которую сесть нельзя, планета, на которую сесть можно, Beagle Point 2. И что-то как-то я здесь не вижу на земочке. Вообще никакой. Тут у нас то же самое. И это на самом деле прискорбно. Если посмотреть через интересные места, то мы увидим лишь только планеты для посадки. Больше ничего тут нет. А жаль. Было бы неплохо. Как-никак мы в Одиссее, а не в горизонтах. Ну да ладно. Давайте смотреть, что за навигационные маяки здесь представлены. Давно я не припомню таких моментов, чтобы было настолько темно, потому что, как вы можете заметить, планету вообще не видно, если не светит звезда. Ну вот он, маяк Beagle Point, самый первый, который есть в системе, находится прям рядом от звезды. Давайте смотреть, что у нас там вообще в плане истории, информации, естественно, почитаем, почему бы и нет. Здесь совершенно все просто. Сканируем его. И тут у нас белуги и еще раз белуги. Давайте читать. Distant Worlds 2. Амбициозная экспедиция к дальним рубежам. Она стартовала в системе Палаэни в январе 3305 года и достигла пункта назначения Beagle Point в мае 3305. Январь-май. Нормально так. Целью экспедиции было исследование тайн галактики и строительство космопорта в системе Сагитариус-А. Это, если что, центр галактики. Этот маяк отмечает конечную точку встречи флота Distant Worlds, на которой отметилось 3747 командиров. Кстати, по Сагитариусу А по центру галактики тоже есть видео, сейчас вылезет подсказочка, если что. А мы летим к следующему маяку. И следующий маяк у нас это памятник Зилофону. Двигаемся туда. 215 световых секунд от звезды. Система даже маленькая, кстати. Ну, смотрим. Да, и тут тоже у нас вот кораблики различные. Это вроде орка у нас. Ну да ладно, продолжаем сканирование. Отлично. Памятник. Читаем. Туристическая достопримечательность 0712. Бигль Зи явился воплощением фразы «лучший друг человека». Нежный, преданный до бесконечности, Зи всегда обязательно следил за тем, чтобы его команду было с кем свернуться клубочком по возвращению из долгого путешествия, будь то из другой системы, туманности, черной дыри, или же просто продуктового магазина. Он целыми днями носился кругами, радуясь любому, кто останавливался возле него, и сопровождал командира Криспи Тоо в путешествии по космическому пространству в качестве официального исследовательского дружища, часто завернувшегося в одеяло.
Все командиры, зашедшие на этот маяк, поднимите руку и отдайте честь 07 Beagle Z. Пусть он наслаждается свободой, не зная удержу. А чем еще здесь заняться, я даже не знаю. Можно, конечно, по приколу пошибать орк, белук, но будете ли вот этого кайфовать, я не знаю. Чисто по угару, может быть. Ну а так, это не игроки, это просто неписи. Так что, ну такое. Кстати, вроде скидывают мины. Да. Интересно, в лицо прилетит. В общем, грустненько. Грустненько. Может, потом что-нибудь здесь добавят, но непонятно. Кстати, мины жесткие. Да. Хорошо так прилетело. Кстати, если вы не поняли, почему Beagle Point, тут как раз таки Камзель прозвал ее Beagle Point в честь своего любимого Бигля Джека. Я думаю, это понятно. В общем, ребятки, лететь сюда вам не обязательно, я вам все показал. Особо ничего веселого тут поделать, ну, не получится. Просто как, ну, галочка в своем личном деле, в своем блокноте. Ничего вы за это не получите. Естественно, вы можете за это получить данные сканирования, пока будете лететь оттуда сюда, ну и, собственно, обратно. Но лететь долго. Да. На флотоносце можно, но на корабле будет быстрее. Как-никак. Но вы можете еще отправиться в экспедицию на несколько месяцев и просто лететь по прямой, по кругу, как угодно, высканивая все подряд, все, что вам интересно, станете первопроходцем, поднимете денежек, да еще и, возможно, станете элитой в исследованиях. Ну, элитный ранг. А у меня на этом все, друзья. Всем спасибо, что смотрели, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмахайте колокольчик. В описании под видео будет ссылочка на плейлист со всеми видео касательно Elite Dangerous, друзья, и там уже подходим к 500 видео. Говорю столько, сколько отснял, что вы понимали, сколько контента в этой игре и сколько вам я его завез. Потому что многие говорят, что в игре делать нечего, тут ничего нету, неинтересно. Ребята, тут интересно и заняться есть много чем, поверьте. Плюс, многие видосы я структурировал в различные плейлисты, включая этот. То есть в описании вас ждет 21 плейлист. Обзоры кораблей, топы кораблей, реобзоры, материалы, данные, стражи, торгоиды, интересные места, где будет данное видео, обзоры теста вооружения, ручного вооружения, комбинезонов, новые инженеры как минимум, как совершать различные фиты, включая пиратские, не путать с ПВП, это немножко другое. В общем, гигантская кладезь информации, но общая все-таки инфа лежит в одном большом плейлисте по элитке. Плюс будут ссылочки на социальные сети, такие как Инстаграм, группу ВК, Дискорд сервер и Телеграм-канал, где публикуется информация о выходящих видео непосредственно в день их релиза, друзья. Также в Телеграме и Дискорде имеются чаты, чтобы вы могли общаться друг с другом на различные темы касательно различных игр, играть там хоть в КС-ку, хоть в дотку, искать себе компашку, не осуждаю, сам играю в различные игры как по жанру, так и по сеттингу, как вы это уже, ребята, заметили. Плюс моя эскадрилья получила минорную фракцию. Что это означает? У нас есть своя система, свои станции, космопорты и так далее. Мы расширяемся. Если вы хотите в этом деле поучаствовать, то, пожалуйста, вам в Discord, там подробные правила и так далее. И еще такой момент. Пожалуйста, пишите, какие игры вы хотите видеть на канале, какие обзоры, какие гайды, какие стримы. Спасибо. А на этом давайте прощаться. С вами был Кисель, всем до встречи и пока-пока.